Всем привет! Вы на канале PsyLife и тема нашего видео «Как улучшить память человека». Какие первые и самые элементарные способы приходят в голову? Это, конечно же, уменьшить количество стресса, алкоголя и никотина, если таковой имеется. К этому еще стоит добавить, что нужно в обязательном порядке высыпаться не менее 6-7 часов в сутки. Ну а если говорить о том, как можно улучшить или заставить нашу память работать на полную катушку, то предоставляем вам вот таких вот несколько способов. Способ первый. Разгадывание кроссвордов. Кроссворды отлично тренируют память, и не только зрительную, особенно если играть с семьей в эту замечательную игру. Только представьте, усаживается вся семья поудобнее за столом или же располагается на диване, кто-то один берет в руки телефон, включает игру, второй начинает зачитывать вопросы, и у всех членов семьи начинается мыслительный процесс. Интерес состоит в том, что при этой игре можно развить как зрительную и слуховую память, так и задействовать кратковременную и долговременную память. Причем, если правильно распределить роли, кто будет читать вопросы, а кто впечатывать ответы, то можно убить еще несколько зайцев одновременно. Научить младших членов семьи правильно читать и обучить орфографии. Плюс кроссворды помогают расширить словарный запас и, конечно же, узнать что-то новое. Особенно хороши кроссворды или викторины, в которых есть правильные ответы или имеются подсказки, объяснения. Одними из таких являются Коди Кросс или Quizlet, в которых вопросы являются умеренно сложными, поэтому интересно будет всем членам семьи, как подросткам, студентам, так и их родителям с бабушками и дедушками. Вы можете выбрать кроссворды на свое усмотрение. Мы привели в пример только сугубо мнение нашего канала. Второй способ – обсуждение кино. Память человека устроена так, что мы запоминаем только ту информацию, которая нам наиболее интересна. Поэтому, чтобы улучшить нашу память, достаточно смотреть любимые фильмы или сериалы, а потом обсуждать со своими знакомыми. Процесс тренировки памяти как раз происходит в момент воспоминания и словесного воспроизведения конкретных ситуаций, которые вам больше всего запомнились. Вы начинаете в мельчайших подробностях описывать увиденную сцену, чтобы собеседник мог понять, о каком именно моменте вы говорите. Потом начинаете цитировать героев, и, соответственно, память не может оказаться незадействованной. В этом и прелесть тренировки. Без особого труда можно ее развивать или поддерживать в тонусе, в зависимости от того, как часто обсуждать различные кинопроизведения. Третий способ собирания пазлов. Опять же, этот способ включает в себя совместить приятное с полезным. Когда вы собираете пазлы, то задействуйте зрительную память и поначалу кратковременную, но по истечению некоторого времени, более 30 минут сбора пазлов, подключается к процессу оперативная, а потом уже и долговременная память. Ощущается это примерно так. Вы уже интуитивно тянетесь в определенный угол к нужному фрагменту пазла. А все почему? Потому что из кратковременной памяти информация по фрагментам пазлов перешла в оперативную. Теперь поиск нужного пазла становится куда быстрее и проще. А если и завтра продолжить собирать пазлы, то задействуется долговременная память. Четвертый способ. Чтение книг. Как и с кино, чтение книг является отличным способом для развития памяти. Если киносцену при большом желании можно показать на телефоне или компьютере, то книгу можно только прочитать или прослушать. Когда вы читаете книгу, задействуется зрительная память, а запоминание происходит с помощью образной визуализации. Прорисовка создает определенный ассоциативный ряд и, соответственно, записывается в долговременную память. Во время же прослушивания аудиокниг тренируется слуховая память. Особенно хорошо тренируется память, если в момент прочтения было эмоциональное сопровождение, а рецензия, пересказывание содержания книги или ее обсуждение закрепляет информацию в процессе запоминания на долговременной основе. Пятый способ. Прослушивание песен. Работает этот способ так же, как и с аудиокнигой. При многократном прослушивании песни мысли начинают визуализироваться, и текст запоминается будто бы сам собой. На самом же деле к процессу визуализации подключается слуховая память. Тренировать ее можно как во время похода в магазин, так и во время уборки по дому. Шестой способ. Запоминание новых слов. Тренировка может стать довольно-таки интересной. Можно, конечно, изучать иностранные языки, но нужно ли вам это сейчас? Изучить итальянский или французский, да, безусловно, там море неизвестных новых слов,
но можно совместить приятное с полезным. Чтобы лучше понимать молодежь, которая, как иногда кажется, взрослым разговаривает на инопланетном языке, можно изучить молодежные слова и в то же время потренировать память. Итак, какие это могут быть слова? Рофл – шутка, рофлить – шутить, скроллить – прокручивать вниз, агриться – злиться, чилить – отдыхать, жиза – жизненный случай, крипово – ужасно, шарить – разбираться, зашквар – позор. Изучив даже эти 8 слов, можно и память потренировать, и начать понимать детей и внуков. 7 способ. Планирование действий. Суть этого способа состоит в том, что вы должны проговаривать вслух информацию, которую нужно запомнить. Мозг настолько интересен по своей природе, что воспринимает только то, что хотите от него именно вы, а не кто-то другой. Отличным примером будет солдат и его командир. Когда командир отдает приказ, то заставляет повторить все то же самое самого солдата. Так он не просто запоминает, что ему нужно сделать, а отдает приказ собственному мозгу, что информация важная, поэтому ее нужно запомнить. И мозг послушно выполняет задачу, отданную его хозяином. Поэтому прежде чем что-то делать, нужно составить план действий, проговорить его вслух и только потом начинать действовать. Так мозг не будет ерепениться и запомнит все, что вы захотите. В общем-то, вся суть в том, чтобы нагружать память, но не перегружать ее. Она не должна простаивать, это как с машиной или велосипедом. Если долго агрегат будет стоять в гараже, то вытащив его, придется перепроверять все возможные механизмы, а сразу далеко на нем не поедешь. И это факт. Ну а с вами был канал PsyLife. Если вам видео понравилось, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. А на сегодня, пожалуй, все. До скорой встречи. Пока-пока.